Ученые провели симуляцию роботов-военачальников и выяснили, что те при необходимости решительно выбирают применение ядерного оружия, а на полную капитуляцию не соглашаются вообще никогда. Полагаю, это довольно близко к поведению человеческих лидеров. Они тоже стараются не капитулировать даже в самой безнадежной ситуации, что мы можем наблюдать хотя бы на примере наших соседей. Что же касается ядерной войны, давайте посмотрим на нее глазами рационального существа. Во-первых, если только мы не говорим о террористах, то главная задача ядерных бомб – это уничтожать, а не заражать. Через 7 часов уровень радиации в зоне поражения падает уже в 10 раз, через 2 дня – в 100 раз, через 2 недели – в 1000 раз, а через 3 месяца – в 10 тысяч раз. Долгоживущие изотопы цезия и стронция могут заражать почву и пыль годами, однако, если соблюдать минимальную осторожность и ходить в респираторе, то через пару недель после взрыва вокруг воронки иногда можно чуть ли не хороводы водить. Во-вторых, мощность усредненной ядерной боеголовки из числа тех, которыми вооружены Россия и США, составляет порядка 200 килотонн. Умножим это на 10 тысяч и получаем суммарную мощность ядерной войны в 2 гигатонны. Тем временем Геологическая служба США, научное бюро в составе Министерства внутренних дел, оценивает мощность извержения вулкана Кракатау 5,6 гигатонн в пересчете на сейсмический расчет. Таким образом, если человечество взорвет все свои ядерные бомбы, то бухнет втрое слабее, чем во время извержения в 1883 году, когда вулкан в Индонезии уничтожил небольшой остров, на котором был расположен. На всякий случай для зануд, если мы не верим профессиональным геологам, то есть другие расчеты, согласно которым извержение Кракатау в 1883 году было значительно менее мощным. Однако, если взять диапазон хотя бы в 100 тысяч лет, мы обнаружим там извержение вулканов мощностью в 150-250 раз больше, чем Кракатау. Как вы знаете, никто-то этих извержений не вымер, ни мамонты, ни кроманьонцы. Таким образом, не вполне понятно, как конкретно ядерная война сможет уничтожить все человечество. Собственно, даже если прицельно пытаться разрушить все города планеты, чего во время реальной войны делать никто не будет, на них просто не хватит бомб. В мире 12 тысяч городов с населением более 50 тысяч человек, то есть больше, чем всего боеголовок. При этом 50 тысяч – это уже вполне такой солидный город, ни в коем случае не деревня. Например, примерно такого размера, как Солсбери в Британии, Каркассон во Франции или Сиена в Италии.